вами канал «Творчество для всей семьи». Сегодня будем варить мыло со снежинками. И я покажу несколько техник мыловарения. Для работы понадобятся формочки, плунжеры со снежинками, мыльная основа белая и прозрачная. Мыльную основу нарезаю на маленькие кубики, желательно одинакового размера. Мыльная основа – это практически готовое мыло, только без цвета и запаха. Основу растапливаю в микроволновке на среднем режиме, не доводя ее до кипения. 70% медицинский спирт убирает пузырьки воздуха. После того, как мыло застыло, при помощи плунжера вырезаю в середине снежинку. Зубочисткой процарапываю мыло для сцепления слоев. В горячую прозрачную основу добавляю масло, у меня оливковое. Оно улучшает ухаживающие свойства мыла. С маслом главное не переборщить, примерно 8 капель из расчета на 100 грамм, иначе снизится мылкость. В этом мыле буду использовать пищевой краситель, примерно 1 до 5 капель. Он не замутняет мыло, но со временем мигрирует, то есть цвет переходит на соседний участок. Ароматы. Можно воспользоваться эфирными маслами, но они подходят не всем и могут вызвать аллергию. Я пользуюсь отдушками, ароматизаторами для мыла. Добавляю еще один мыльный краситель – глиттер. Он не окрашивает мыло, только добавляет блеск. Перед заливкой пробрызгиваю поверхность спиртом. И в конце спиртом убираю пузырьки воздуха. При желании можно добавить еще один слой – белый. Когда мыло остынет до комнатной температуры, его можно вынимать. В это мыло я добавляю другой вид красителя – пигмент. Он имеет перламутровый отлив, но немного замутняет мыло. Между слоями не забываем процарапать мыло и сбрызнуть спиртом. Снежинку из первого мыла я приклею сверху при помощи горячей прозрачной основы. Заливаю в форму тонкий слой мыла. У меня получился слишком толстый слой. Достаточно 2-3 мм. Будет легче вырезать снежинки. В прозрачную основу добавляю масло, ароматизатор и глиттер для блеска. Снежинки хорошо сбрызгиваю спиртом. Немного жду до образования прочной пленки и процарапываю слой.
Добавляю еще один дополнительный слой со снежинками. Когда остынет, можно добавить еще слой – белый или цветной. Мое мыло приобрело желтоватый оттенок за счет масла. По ошибке я добавила вместо миндального масла, оно совершенно прозрачное, оливковое масло. Надеюсь, что вам понравилось это видео и вы поддержите его лайком. Напишите, понравилась ли вам моя новая рубрика «Мыловарение». Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Увидимся!